Главные новости сегодняшнего дня. По-прежнему в тяжелом состоянии здоровья находится сотрудник организации, известный актер Алексей Нилов. Алексею Геннадьевичу срочно требуется переливание крови. Несколько дней назад 60-летний актер получил тяжелую травму во время проверки спортивного центра в Санкт-Петербурге, которым руководит бывший боксер Николай Валуев. Сегодня утром известному телеведущему и шоумену Андрею Малахову провели срочную операцию на почке. Операцию проводили в Москве в Боткинской больнице. Состояние здоровья Андрея Малахова удовлетворительное. Команда Никиты Михалкова готовится к своей первой предновогодней прямой линии для общения с российским населением, которая должна состояться 31 декабря в 14:00 по местному времени. В прямой линии должны принять участие руководство организации: товарищ Михалков, Домогаров, Бастрыкин, Белоусов и Евгений Пригожин, а также два сотрудника организации: телеведущий Николай Дроздов и композитор Раймонд Паулс. По предварительным данным, прямая линия с участием команды Михалкова продлится около 4 часов. В течение этого времени сотрудники организации ответят на любые злободневные вопросы от российского населения, а также поделятся дальнейшими планами о работе организации. Первого заместителя комитета известного актера Александра Домогарова оштрафовали на 300 000 рублей за превышение должностных полномочий во время антикоррупционной проверки в городе Саратове. Жалоба на Александра Юрьевича Домогарова поступила от крупного местного чиновника, который заявил, что Александр Домогаров во время проверки был очень строг с местными властями и превышал свои полномочия. Команда Никиты Михалкова обжаловала данное решение и заявила, что актер Александр Домогаров действовал в рамках установленных правил. Большая трагедия произошла в жизни известного советского и российского актера Стаса Садальского. Накануне вечером в Финляндии, в Хельсинках, ушла из жизни родная старшая дочь Станислава Юрьевича. Причиной трагедии стало тяжелое продолжительное заболевание. Дочери Стаса Садальского было 49 лет. Несколько часов назад появились чрезвычайные новости о бывшем министре обороны Российской Федерации Сергее Шойгу. Начальник службы безопасности комитета, видный общественный деятель Евгений Пригожин, которого совсем недавно обнаружили живым и невредимым, заявил о восстановлении справедливости. Бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу сегодня утром направили в следственный изолятор. При всем при этом команда Никиты Михалкова заявляет, что Сергей Шойгу может пользоваться услугами двойника, тем самым пытаясь скрыть свой арест. По самым последним данным, Сергей Шойгу будет обвиняться по следующим направлениям: ведение незаконного коммерческого бизнеса на территории России и ближнего зарубежья, получение крупных денежных взяток в особо крупном размере, неуплата налогов и поставка некачественного оборудования в зону спецоперации. Помимо этого, несколько месяцев назад у Сергея Шойгу была обнаружена крупная недвижимость в России, в дальнем и ближнем зарубежье. Более того, несколько дней назад удалось доказать, что Сергей Шойгу имеет прямое отношение к нескольким покушениям на команду Никиты Михалкова. Отметим, что компанию Сергея Шойгу в следственном изоляторе составит и композитор Игорь Крутой, которого совсем недавно исключили из организации за недобросовестную работу, которая привела к трагическим последствиям. По данным прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета, за свои деяния Сергей Шойгу и Игорь Крутой могут суммарно получить до 20 лет лишения свободы. Никита Михалков заявил, что очень больно ошибаться в людях. Однако мы пойдем до конца, чтобы восстановить справедливость, заявил Никита Сергеевич Михалков, имея в виду композитора Игоря Крутого. Супруга известного советского и российского певца Олега Газманова Марину Муравьеву
приговорили к 3 месяцам исправительных работ за многочисленные нарушения правил дорожного движения. Стало известно, что 40-летняя супруга Олега Газманова только за последние полгода накопила более 900 неоплаченных штрафов, что и стало причиной ареста. Сегодня утром известную певицу Наталью Королеву окончательно выписали из московской больницы номер 17. Наталья Владимировна Королева провела в медицинском учреждении более 1 месяца. Напомним, что причиной несчастья стал семейный конфликт Наташи Королевой и ее супруга Сергея Глушко-Тарзана, который произошел несколько недель назад. Вчера вечером родственников Аллы Пугачевой, Дэни Байсарова и Елизавету Галкину окончательно отключили от аппаратов жизнедеятельности. Данное решение было связано с тем, что в последнее время лечение Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной приносило им сплошные мучения вместо положительного результата. Главный врач заявил, что на данный момент единственная надежда на коллективную молитву. Басманный суд города Москвы вынес окончательный приговор в отношении известной телеведущей Татьяны Лазаревой, которая уже длительное время проживает за границей. Татьяна Лазарева будет приговорена к 6,5 годам лишения свободы после возвращения телеведущей на родину. Главная причина обвинения – это постоянная недостоверная информация в отношении спецоперации и поддержка экстремизма. Вчера вечером в Москве около собственного дома было совершено нападение на известную советскую и российскую актрису Наталью Фатееву. По данным прессы, преступники украли у известной актрисы 35 тысяч рублей. Среди этих денег была и пенсия Натальи Фатеевой. После чрезвычайного происшествия Наталья Фатеева была госпитализирована. Напомним, что известной актрисе уже 90 лет. Пресс-служба комитета сообщает трагическую новость о сотруднике организации, известном актере Игоре Борисовиче Скляре. Сегодня утром стало известно о героической смерти российского актера театра и кино, заслуженного артиста России, старшего сына Игоря Борисовича Скляра Сергея Скляра. 40-летний мужчина трагически погиб в результате участия в спецоперации. Сын Игоря Скляра находился в зоне спецоперации почти 1,5 года. Он принял героическую смерть. По данным прессы, сын Игоря Скляра спас своих товарищей во время нападения, вывел их из окружения, однако сам трагически погиб. Тело сына Игоря Скляра было обнаружено сегодня ночью в одном из лесов Курской области. Вечная память настоящим героям. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.